Всем привет! В этом выпуске мы решили дополнить туркменские блюда с учетом комментариев к предыдущему ролику про туркменскую кухню. Самое популярное блюдо, конечно же, плов или пулав. Туркменский плов отличается своей простотой и в то же время очень вкусный. В него кладется минимальное количество приправ и ингредиентов. Мясо, чаще всего молодую баранину, режут на средние или крупные кусочки и обжаривают в масле. Также очень популярно мясо дичи. При этом в районах, близких к Каспийскому морю, плов готовят с рыбой. К обжаренному мясу или рыбе добавляют лук, морковь, иногда бурюк. Рис готовят отдельно, потом смешивают с остальными ингредиентами. Из приправ используют черный перец, чеснок и куркуму. Плов подают на стол зачастую с овощным салатом. Фичи – национальное блюдо туркменской кухни. Готовят его только туркмены. Фичи – это пирог с мясом круглой формы из пресного теста. Из такого обычно делают пельмени или манты. Для начинки берется бараний или говяжий фарш, реже рубленое мясо. В фарш добавляется большое количество лука, также соль, черный перец и вода. Далее раскатывают тесто, которое кладут в специальную формочку небольшого размера, и в тесто накладывают фарш. Зачастую сверху фарша кладут кусочки курдючного жира и иногда перец. Затем начинку закрывают крышечкой из теста и прокалывают сверху отверстие, чтобы выходил пар. После фичи выпекают и подают, как самостоятельное блюдо. Кстати говоря, благодаря небольшим размерам фичи не нарезаются, и внутри остается очень много сока. Это придает им особенный вкус при поедании. Гутап представляет собой разновидность лепешек с начинкой из говядины или баранины и лука. Как и в Азербайджане, в туркменский гутап кладут несколько вариантов начинки, в том числе мясо, картофель, шпинат или тыкву. Пресное тесто раскатывают тонким пластом, на середину кладут фарш, в зависимости от начинки. Один край лепешки загибают, чтобы получился пирожок в виде полумесяца. Жарят в большом количестве жира на сковороде. Подают горячими. Ишлекли – национальный туркменский закрытый пирог с мясной начинкой. Это блюдо 3 в одном. Одновременно хлеб, суп и съедобная тарелка. Тесто для него замешивается самое простое – на муке, воде и соли. А в качестве наполнения используются, как правило, баранина и говядина. Обязательно в пирог кладут курдюк, бараний жир, который делает блюдо сочным. Еще одно популярное блюдо, особенно любимое туркменами – фаршированные помидоры. Для приготовления этого яства используют говяжью печень, которую отваривают, а затем пропускают через мясорубку. У помидоров среднего размера аккуратно убирают сердцевину и заполняют пустоту фаршем. Полученные заготовки с начинкой тушат до готовности 20-30 минут. В качестве соуса к блюду подается сметана с зеленью. Казан-лама – мясо, запеченное прямо на углях. Считается, что это древнее блюдо традиционно готовилось пастухами в пустыне из саксаула, пустынного куста, который также используется для приготовления шашлыка. Маринованное в соли, чесноке и паприке мясо ягненка кладут прямо на раскаленные угли и накрывают большим котлом, который слегка прикапывают песком. Блюдо готовится около часа, и поскольку мясо печется в собственном соку, да еще и на углях, получается необычайно вкусным. Еще одно популярное блюдо – ханум с помидорами. Представляет собой рулеты с начинкой из помидоров, болгарского перца, лука и картофеля. Овощи мелко режут, смешивают с подходящими специями, черным и красным перцем, выкладывают на раскатанное тесто, формируя рулеты. Получившееся изделие готовят на пару около часа. Затем разрезают и подают. Также очень распространены супы. Чорба или шурпа.
Один из самых популярных туркменских и среднеазиатских супов, приготовленный из баранины с добавлением картофеля и помидоров. Овощи готовятся вместе с луком, морковью, мукой, лавровым листом, солью и перцем. Бульонно-овощная смесь подается вместе с отварной бараниной. Дограма. Буквально бульон с хлебом и мясом. Блюдо обычно готовится по особым религиозным праздникам и событиям, таким как Гурбанлык, трехдневный религиозный праздник, который приходится на 10-й день исламского месяца Зулхиджа, когда семьи, друзья и соседи навещают друг друга и разделяют трапезу. Процесс приготовления начинается с выпечки нескольких лепешек и варки свежей баранины в котле, пока мясо не станет достаточно мягким, чтобы отвалиться от кости. Затем лепешку измельчают на мелкие кусочки и смешивают с ломтиками лука и измельченным мясом. Подают в миски и заливают горячим бульоном. Унаш. Сытный суп, который состоит из мясного бульона, домашней лапши, фасоли и зачастую с добавлением томатной пасты. Мастава. Жидкий плов. Одно из самых популярных блюд у туркмен. Такой суп может быть приготовлен из риса и овощей, но все чаще его делают на мясном бульоне из баранины. Отличительной чертой туркменской кухни от соседских стран является большое употребление рыбных блюд. Наиболее популярные сорта – белуга, сельдь, морской и речной судак, сазаны. Особенно ценится каспийский осетр. Рыбу в туркменской кухне особенно часто используют для приготовления шашлыка, балык-шара, а также говурдака. При этом полностью сохраняется та же самая технология, что и для мяса. Для балык-шара кусочки рыбы предварительно маринуют и насаживают на вертел, затем обжаривают над углями. Для балык-говурдака небольшие кусочки рыбы, освобожденные от костей, обжаривают в жиру в казане, иногда с небольшим добавлением кунжутного масла. Остальные рыбные блюда – гаплама, чоме, балык-берек, балыклы-янахлы-аш – гораздо более сложные. Некоторые из них напоминают приготовление плова и мант, то есть изделий с мясом, другие же не имеют аналогов среди мясных блюд. И на десерт поговорим о десерте. В основном туркмены употребляют традиционные сладости азиатских народов. Их готовят из сахара или фруктового сока, орехов и муки. Особое место занимает халва, которую делают из молотого кунжута, а также щербет. Любят туркмены бекмес, фруктовый мед, сироп из сока фруктов, приготовленный без добавления сахара. Чаще всего его готовят из арбузного или виноградного сока. Традиционной сладостью является бахлава или пахлава. Изделие из слоеного теста и орехов, пропитанное медом и украшенное орехами. Пирожки с хурмой готовят из дрожжевого теста и измельченной на мясорубке хурмы. Туркмены любят абрикосы и знаменитые арбузы и дыни, которые не боятся местного климата и славятся на весь мир своим сочным медовым вкусом. Кульча – это национальные коржики из дрожжевого теста, которые замешивают на молоке. Кульча принято выпекать в тандыре, глиняной печи или духовке. Кроме того, туркмены издавна готовят набат. Это желтый кристаллический сахар в виде большого леденца. Его делают из виноградного сока и меда или сахарного сиропа. Раньше кочевники заменяли им сахар или использовали как конфеты. Туркмены верят в лечебные свойства набата. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные блюда. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.